Lamborghini становится электрическим, и концепция Lanzador показывает нам, что именно нам следует ожидать от первого дебюта компании в мире машин с батарейным питанием. Официально это всего лишь предварительный просмотр того, что мы можем ожидать от компании в 2028 году. Неофициально компания дает довольно реалистичный взгляд на то, что станет четвертой моделью компании и поступит в серийное производство с минимальными изменениями. Lanzador, представленный в Монтерее, описывается как GT с высоким клиренсом. Обычно мы предполагаем, что это просто более удобный способ сказать, что это кроссовер. Однако трехдверный вариант кузова имеет больше преимуществ, чем обычно предлагают кроссоверы. Спереди это безошибочно Lamborghini. Сбоку и сзади на 3/4 он почти напоминает багги для пустынных дюн или, возможно, радиоуправляемую машину. Вдохновлением для создания экстерьера послужила смесь легендарных моделей Lamborghini, включая Sesto Elementa, Murcielago и Countach. В то же время водительское место, как утверждается, было заимствовано у Huracan Sterrado. Внутри кабины лучше видно, куда было направлено влияние космического корабля. Дизайн приборной панели и центральной консоли почти скелетный, но дизайнеры подчеркивают, что они использовали универсальность электрической трансмиссии, чтобы создать нечто, что можно использовать и в повседневной жизни. Так, задний люк открывается в просторный багажный отсек, который можно увеличить, сложив заднее сиденье. Кроме того, в багажнике есть дополнительное место для хранения вещей, что делает этот автомобиль ультрапрактичным вариантом GT. Между тем, в интерьере концепта сделан упор на экологичность, а также заявлено, что большинство материалов сделано в Италии. Нить нейлоновых сидений изготовлена из переработанного пластика, а многие невидимые пластмассы, например поролон сиденья, изготовлены из переработанного пластика, напечатанного на 3D принтере. Углеродное волокно, использованное внутри, содержит переработанные элементы, такие как переработанный ПЭТ и даже вода. Неудивительно, что Lamborghini не раскрывает слишком много подробностей о трансмиссии концепта, о мощности, производительности и дальности. Тем не менее, нам рассказали о некоторых тонкостях инновационных технологий автомобиля. Lanzador оснащен постоянным полным приводом с двумя двигателями, приводящими в движение каждый комплект колес. Чтобы гарантировать, что автомобиль соответствует динамическим ожиданиям, задняя ось имеет форму распределения крутящего момента. Также есть новая система контроля динамики движения. С помощью батареи датчиков новая технология направлена на то, чтобы адаптировать динамику автомобиля к индивидуальному водителю с помощью сложного алгоритма. В сочетании с активной подвеской и активной аэродинамикой получился концепт, ориентированный в первую очередь на проходимость. Компания Lamborghini планирует полностью электрифицировать модельный ряд к концу 2024 года, но пока не объявила о планах полностью перейти на электромобили, сосредоточившись на углеродной нейтральности и использовании гибридных технологий. Полностью электрический Urus присоединится к Lanzador в 2029 году. Производство Lanzador будет построено на заводе компании в Санта-Агата-Болоньезе, при этом планируется расширение площадки для облегчения производства. Однако к тому времени, как Lanzador превратится в что-то осязаемое, наступит 28 год, примерно через 3 года после того, как домашний соперник Ferrari планирует представить свой первый электромобиль. Сможет ли Lanzador предложить покупателям привлекательную альтернативу, время покажет. Mercedes снял занавес с долгожданного второго поколения спортивного автомобиля AMG GT на неделе автомобилей в Монтерее. Конкурент 911 имеет эволюционный подход к стилю, но обеспечивает повышенный комфорт и практичность благодаря опциональной компоновке 2+2. Новый GT предлагается исключительно в форме купе, в то же время демонстрируя новейшие характеристики и технологии шасси от AMG, включая стандартную систему переменного полного привода. Новый GT остается мгновенно узнаваемым, хотя каждая деталь кузова была переработана. Злое лицо украшает решетка радиатора Panamericana с черным глянцевым расширением под ней, напоминающим об уходе модели Black Series. Фары имеют более мягкие изгибы, а тонкие задние фонари теперь соединены между собой с помощью накладки под активным задним спойлером. В стандартной комплектации модель оснащается 20-дюймовыми колесными дисками, но в качестве опции предлагаются 21-дюймовые легкосплавные диски. Выраженные задние плечи выглядят еще шире, создавая атмосферу 911, а пропорции стали более сбалансированными, чем раньше. Это связано с тем, что новый GT на 182 мм длиннее, а колесная база увеличена на 70 мм. Несмотря на знакомый внешний вид и пропорции, AMG GT основан на новой архитектуре, выполненной из алюминия, стали,
магния и волокнистых композитов, что дает дополнительное пространство для компоновки 2+2 и увеличенного багажника. Говоря об интерьере, приборная панель с 12,3-дюймовым цифровым приборным щитком и 19,9-дюймовым информационно-развлекательным экраном перенесена из SL. Рулевое колесо AMG Performance и ковшеобразные сиденья со встроенными подголовниками, которые можно заказать с вентиляцией, создают премиальную, но спортивную атмосферу. Пространство сзади выглядит довольно тесно, как и в большинстве предложений 2+2, а задние сиденья подходят для детей или людей с ростом до 1,5 метров. Грузоподъемность варьируется от 321 литра до 675 литров, что делает его пригодным для длительных поездок. 4-литровый битурбированный двигатель V8 был обновлен, увеличив мощность и крутящий момент, и при этом он совместим с нормами выбросов Евро 7. На момент запуска модель будет доступна в двух версиях с двигателем V8. Модель 55 начального уровня развивает мощность 469 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, позволяя разогнаться до 100 км в час за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 295 км в час. Более мощный GT63 развивает мощность 577 лошадиных сил и крутящий момент 800 Нм момента, разгоняясь от 0 до 100 км в час за 3,2 секунды и достигая максимальной отметки в 315 км в час. Неясно, предложит ли AMG меньший вариант 43 с турбочетверкой, как в SL, но судя по шпионским снимкам, еще более мощный подключаемый гибрид GT-E Performance следует считать как само собой разумеющийся. Спорткар доступен исключительно с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая теперь устанавливается за двигателем и оснащена мокрым пусковым сцеплением вместо гидротрансформатора. В отличие от своего заднеприводного предшественника, GT теперь стандартно поставляется с полностью изменяемой системой полного привода AMG Performance 4MATIC Plus. В стандартный комплект также входят технические новшества, такие как подвеска AMG Active Ride Control с активной стабилизацией крена, блокируемый задний дифференциал с электронным управлением, активное рулевое управление задними колесами и активная аэродинамика. Ожидается, что новый Mercedes AMG GT прибудет в США в первой половине 2024 года. Цены еще не объявлены, но ожидается, что спортивный автомобиль будет дороже, чем аналоговый Roadster SL. Всего через день после того, как информация об этом просочилась в сеть, Ford Mustang GT-D, выпущенный ограниченным тиражом, был представлен как совершенная дорожная версия всеми любимого пони-кара. Ford говорит, что он родился из концепции Mustang GT3, который примет участие в гонках 24 часа Ле-Мана в следующем году и займет первое место в семействе Mustang. Mustang GT-D – это в прямом смысле трековый уличный автомобиль. Он использует технологии непосредственно от гоночного автомобиля GT3, и Ford заявляет, что с его помощью он нацеливается на круг меньше 7 минут на северной петле Нюрбуринга. Учитывая его производительность, не удивлено, что цены начинаются примерно с $300 тысяч. В основе Mustang лежит специально разработанный 5,2-литровый двигатель V8 с наддувом, двойным воздухозаборником и масляной системой двигателя с сухим картером. Ford говорит, что этот двигатель будет развивать скорость более 7500 оборотов в минуту и что он рассчитан на 800 лошадиных сил, что делает его самым мощным Mustang за всю историю. Новая подвеска дополняется 20-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками. За этим агрессивным пакетом колес и шин скрываются углеродно-керамические тормоза Brembo. Под задней подвеской установлены даже охлаждающие каналы, помогающие охлаждать задние тормоза. Инженеры Ford также неустанно работали над аэродинамикой автомобиля. Поддон под днищем из углеродного волокна входит в стандартную комплектацию, а передние заслонки с гидравлическим управлением помогают управлять потоком воздуха. Крылья, капот, крыша багажника, дверные пороги, передний сплиттер, задний диффузор и крыша изготовлены из легкого углеродного волокна, а заднее крыло, установленное на задней стойке, имеет гидравлическое управление для изменения уровня прижимной силы. Однако Ford не сказал, какую прижимную силу производит автомобиль. Фотографии салона автомобиля пока не опубликованы. Ford говорит, что Mustang GT-D в стандартной комплектации оснащается сиденьями Recaro, а также напечатанными на 3D принтере под рулевыми лепестками, переключателем с поворотным диском и табличкой с серийным номером, изготовленной из титановых деталей истребителя F-22. Мы также знаем, что задние сиденья были удалены и что будут различные компоненты из кожи, замши и углеродного волокна.
Покупатели также смогут заказать его в любом желаемом цвете, а также будут предложены несколько цветовых сочетаний салона. Mustang GT-D разрушает все предвзятые представления о суперкарах. Это новый подход для нас. Мы не проектировали дорожную машину для трассы, мы создали гоночную машину для дорог. Mustang GT-D берет гоночные технологии от нашего гоночного автомобиля Mustang GT3, облекает их в кузов Mustang из углеродного волокна и выпускает на улицу. Надеемся, что видео было для вас интересным. Напишите, что думаете про новый Lamborghini, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!